В ночь на 27 августа 2017 года на юго-востоке Франции праздновали свадьбу. Всего было 200 гостей, из них 20 детей. 9-летняя Маэлис де Аражо приехала на свадьбу вместе с родителями и старшей сестрой. Девочка была одета в белое платье, белые сандалии, в волосы был вплетен белый цветок. Все дети находились в специально отведенном зале для детей под присмотром бэбиситера, чей рабочий день по договору закончился в 1:30 ночи. После этого диджей, работающий на мероприятии, оповестили гостей, что начиная с этого момента дети находятся без присмотра взрослого. Девочка все время находилась в детском зале. После 2 часов многие дети уже спали на матрасах в игровой комнате, но Маэлис не спала. В 2:45 девочку навестила ее бабушка. Поговорив с внучкой и убедившись, что все в порядке, она покинула детский зал. В 3:15 ночи в детский зал зашла мать Маэлис, но девочки там не оказалось. Около 3 часов ночи девочку видели в последний раз. Сначала родители сами искали ее, но безрезультатно, и в 3:57 вызвали полицию. Служебные собаки потеряли след ребенка на парковке банкетного зала. В связи с этим не исключается, что девочка могла сесть в чью-то машину. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Похищение». Сотрудники правоохранительных органов обыскали реку и лес, расположенные рядом с местом празднования свадьбы. В ходе опроса гостей был задержан 34-летний Нардаль Лаланде, который, как выяснилось, покидал вечеринку примерно в то время, когда девочка пропала. Он являлся знакомым жениха. Полицию, несмотря на отсутствие прямых улик, очень насторожили такие моменты. Нардаль покидал зал, где проходило свадебное торжество, приблизительно во время исчезновения Маэлис. Он объяснил это тем, что случайно опрокинул на себя бокал вина и поехал домой, где жил с родителями, чтобы переодеться. Его мать подтвердила эту историю. Рубашка с пятнами вина была в наличии. Праздничные брюки Нардаль выбросил. Никто их не смог найти. Его дом находился в 6 минутах от места торжества, но отсутствовал он примерно час. В течение праздника Нардаль подходил к Маэлис и показывал фото своих собак. Отцу девочки это не понравилось. Также подозреваемый имел царапины на руке и ноге. Он объяснил это тем, что подстригал малину и поцарапался об кусты. Полицию насторожила поспешность, с которой он покинул свадьбу, якобы для того, чтобы вымыть машину, которую он собрался утром продавать. Потенциальный покупатель и правда существовал, но не было объяснения тому, почему подозреваемый вымыл багажник автомобиля жидкостью для мытья колес. Она особенно эффективна при удалении всех видов грязи и прежде всего обманывает обоняние собак. Как известно, с автомойки Нардаль увез все тряпки, которыми мыл машину, и ни одной использованной салфетки не бросил в мусорный бак. Пока не были готовы анализы, в том числе следов с автомобиля, прокурор принял решение отпустить Нардаля, так как отпущенные законом 48 часов истекли. Однако он вскоре был снова арестован. В его автомобиле нашли волосы девочки. Подозреваемый признал, что девочка была в его автомобиле, но уверяет, что она в компании какого-то мальчика забралась в салон проверить, нет ли там собачки, после чего отправилась обратно в детскую комнату. Мальчика, который якобы залезал в машину вместе с Маэлис, не существовало. Ни один из опрошенных детей не подтвердил, что ходил к машине. Полиция просматривала все камеры видеонаблюдения в радиусе возможного перемещения автомобиля, принадлежащего подозреваемому. Машина Нардаля была снята по направлению к каньону. От места празднования свадьбы до каньона всего 13 минут на машине. У полиции были кадры, в которых просматривался белый силуэт девочки на пассажирском сиденье. Маэлис была одета во все белое. Предъявить этот кадр Нардалю в качестве улики не получилось, ведь для этого должно быть четко видно лицо ребенка.
В некоторых источниках указано, что его автомобиль в эту ночь был зафиксирован трижды на данном отрезке пути. Если Нордаль спрятал девочку в этом каньоне, найти ее было бы очень непросто. Но это могло объяснить происхождение царапин на руках и ногах подозреваемого. Вероятно, они появились от лазанья по зарослям каньона. С 3:57 до 7:06 – это время, про которое ничего не известно, где был Нордаль и что делал. Известно только то, что его телефон был в авиарежиме в этот промежуток времени. Журналистами была найдена первая любовь Нордаля, которая очень была похожа с пропавшей девочкой, и это показалось очень странным. Во время повторной экспертизы машину подозреваемого буквально разобрали на молекулы, чтобы найти доказательства. Через полгода после исчезновения девочки под обивкой багажника была найдена кровь Маэлис. Нордаль сменил показания на несчастный случай и отвел полицию к месту, где выбросил малышку. Это место было всего в 13 километрах от свадебного зала. Сначала Нордаль похитил девочку, чтобы совершить с ней противоправные действия. Затем он оставил тело неподалеку от дома родителей и вернулся на свадьбу. После окончания праздника перепрятал его и тщательно отмыл машину. Он думал, что сможет остаться незамеченным среди общего веселья и такого количества гостей. Но полиция раскрыла дело и раскопала факты, из-за которых Нордаля сейчас проверяют еще по нескольким эпизодам исчезновения несовершеннолетних. Ему грозит пожизненное заключение. Остается неизвестным одно – почему родители, видя, что ночью с их ребенком общается незнакомый мужчина, ничего не предприняли и продолжили веселиться? И где была сестра девочки? Ведь она не намного старше Маэлис и тоже должна была быть в детском зале. Берегите детей.